Привет, друзья! С вами Макс и добро пожаловать в Гонконг! Первое, что бросается в глаза, когда ты оказываешься в Гонконге, это то, что здесь огромное количество людей. Люди здесь как будто... Извините. Люди здесь как будто повсюду. Это просто что-то невероятное. Люди здесь везде. Здесь невозможно ходить быстро. Тебе всегда нужно быть осторожным, чтобы кого-то не задеть. А сейчас я, видимо, в индонезийском квартале, потому что здесь очень много людей из Индонезии, и они все сидят на полу, они на земле, они разложили скатерти, и они здесь едят, они здесь общаются и продают разную еду, разную национальную еду, традиционную индонезийскую еду. И это очень прикольно, потому что Гонконг это действительно город очень многих культур. Второе, что тебе бросается в глаза, это двухэтажные автобусы и трамваи. Да, трамваи тоже двухэтажные. Это очень прикольно. Это очень необычно. И вообще все выглядит очень ярко, очень разнообразно, очень красочно. И вокруг реклама, вокруг какие-то огни, что-то светится, что-то мелькает. И это создает такую очень интересную атмосферу. Но сейчас мне нужно обменять деньги, поэтому я пойду вот в это заведение. И это центр обмена валюты. И я поменяю там китайские юани на гонконгские доллары. Сейчас я попал на парад ЛГБТ или демонстрацию ЛГБТ. Эти ребята борются за равноправие. В Китае такого точно не увидишь. Самое интересное, что именно в этот день я надел свою радужную футболку. Так что все, наверное, здесь меня принимают за своего. Номер 3 – это ощущение свободы.
потому что твой интернет работает быстро, и тебе не нужно использовать VPN, чтобы получить доступ к YouTube, к Google, Facebook, Instagram и так далее. И реально интернет работает здесь очень-очень круто. Также люди одеваются чуть более раскрепощенно. Да, раскрепощенно. Но у этого есть и обратная сторона. Мне уже 3 раза предложили гашиш, марихуану или героин. Просто на улице. Типа, чувак, не хочешь? Номер 4 – это высота, да, высотность зданий. Здания в Гонконге очень высокие, улицы очень узкие, а здания очень высокие. И это очень необычно, очень мало места для машин, чтобы проехать. И весь город, почти весь город находится на холмах, много холмов. И ты по маленьким улочкам ходишь вверх и вниз, налево и направо. И такое очень интересное сочетание. Вообще, плотность населения Гонконга около 7 тысяч человек на квадратный метр. Это очень много. Интернациональность. Да, интернациональность. Гонконг очень интернациональный сити. О, я пришел на станцию метро. Сейчас я поеду на другую часть Гонконга. И здесь очень много европейцев, не европейцев, а людей европейской внешности. Да, очень много их здесь. И очень много людей из, например, Индонезии. Да, вот банк индонезийский. Очень много людей из Таиланда и России и многих-многих-многих других стран. Везде все дублируется на английском языке. Кстати, в Гонконге 2 официальных языка. Первый — это китайский путонхуа, второй — это английский. Но очень многие люди говорят на кантонском языке. Кантонский — это родной язык южной части Китая. А я пошел в метро. Это очень странное и забытое ощущение понимать людей, да. Ты идешь по улице, и ты понимаешь, о чем говорят люди, потому что очень многие, даже сами китайцы, говорят на английском языке. Итак, что же такое Гонконг? Это Китай или это не Китай? Ну, во-первых, Гонконг – это специальный административный район Китая, да. Однако давайте взглянем на историю. В 1841 году случилась опиумная война между Великобританией и Китаем.
И итогом этой войны стал Нанкинский договор. Нанкинский договор. По этому договору часть территории Гонконга, кстати, Гонконг состоит, сам Гонконг, из 3 частей. Одна часть — это новые территории, это полуостров. Вторая часть — это Коулун, она называется Коулун. И третья часть — это сам остров Гонконг. Кстати, вот он, остров Гонконг. Я сейчас нахожусь в Коулуне, а новые территории, они там. И по Нанкинскому договору в 1842 году Гонконг стал колонией Великобритании. Да, стал колонией Великобритании. Но Великобритания захотела также арендовать новые территории, то есть взять под себя всю часть современного Гонконга. И они взяли у Китая в аренду на 99 лет эти территории. Когда 99 лет прошли и наступил 1997 год, то Гонконг отошел обратно к Китаю. Отошел к Китаю, то есть стал принадлежать Китаю. И Китай дал Гонконгу автономию, то есть самостоятельность. Сейчас это специальный автономный район, да. Но Китай дал автономию только на 50 лет. И после 50 лет Гонконг будет принадлежать полностью Китаю. То есть у него не будет автономии. Китайское правительство берет на себя все вопросы, связанные с внешней политикой Гонконга и с обороной. Но все остальное Гонконг делает самостоятельно. И это интересно. Конечно, когда ты приезжаешь в Гонконг, ты не чувствуешь, как будто ты в Китае. Ты чувствуешь, как будто ты в другой стране. Это очень интересное чувство. Мне нравится и в Гонконге, и в Китае. Они разные, но эти два места очень-очень интересные. Итак, давайте посмотрим на ночной город. Ночной. Это очень красиво.